Всем привет! Меня зовут Денис, и я рад вас приветствовать на канале Вкусно, просто, быстро. Сегодня мы приготовим ароматный, насыщенный торт с нежной структурой, приятной кислинкой вишни и шоколадным акцентом. Рецепт очень доступный, простой и, главное, вкусный. Торт состоит из шоколадного бисквита с добавлением вишневого варенья, воздушного сметанного крема и блестящей глазури. Собирается легко, украшается крошкой и обрезками. Получается эффектно и по-домашнему уютно. Данное количество ингредиентов рассчитано на торт длиной 18 см, шириной 17 см, высотой 8,5 см и весом 1 кг 950 грамм. Давайте приготовим. Начнем с основы. Приготовим бисквит. Все продукты должны быть комнатной температуры. Это важно для однородности. Включите духовку на 180 градусов, чтобы она успела разогреться. В глубокой миске смешайте до гладкости 2 яйца категории С1, 110 грамм сахара, 5,5 столовых ложек без сверх и щепотку соли. Добавьте 300 грамм вишневого варенья, примерно 1 стакан объемом 250 мл, 125 мл молока и 70 грамм растительного масла, примерно 7 столовых ложек, без запаха. Перемешайте, чтобы масса стала однородной и гладкой. Отдельно просейте 90 грамм пшеничной муки, 4,5 столовые ложки без верха, 20 грамм какао-порошка, 2 столовые ложки и 8 грамм соды, 1 чайная ложка. Перемешайте аккуратно, стараясь не переусердствовать. Тесто должно быть гладким, без комочков, с приятной, слегка тягучей текстурой. Затем добавьте 100 грамм муки, снова перемешайте. В завершении добавьте 1 столовую ложку, 12 грамм 9% уксуса или 2 столовые ложки лимонного сока. При перемешивании начнется легкое шипение. Сода вступает в реакцию с кислотой, благодаря чему тесто становится более воздушным и нежным. Продолжайте аккуратно перемешивать, пока реакция полностью не завершится. Когда масса станет однородной, тесто готово к выпечке. Тесто не густое, оно легкое и стекает с лопатки. Равномерно распределите тесто на противне, застеленным тефлоновым ковриком или пергаментной бумагой. Я использовал противень от духовки. Размер моего противня по дну 29 на 40 см. Выпекайте в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов. Нагрев вверх-вниз примерно 15 минут. Проверьте готовность бисквита деревянной палочкой. Она должна выходить сухой. Пересушивать бисквит не надо. Переложите бисквит на решетку. Дайте ему остыть до комнатной температуры. Прилипшие к бумаге кусочки бисквита снимаем. Они пригодятся нам для украшения. Пока бисквит остывает, приготовим крем. В глубокой миске соедините 120 грамм сгущенного молока, 8 столовых ложек, и 2 столовые ложки, 20 мл, лимонного сока. Не бойтесь добавлять лимонный сок. Крем не будет кислым, зато он станет более стабильным. Не будет растекаться, а структура будет легкой и воздушной. Добавьте 600 грамм сметаны, 25%, и 1 столовую ложку или 15 грамм ванильного сахара, или немного ванили на кончике ножа. Все вместе перемешайте. Начинайте взбивать крем миксером на низкой скорости, постепенно увеличивая обороты. Взбивайте около 5 минут, пока крем не станет пышным и не увеличится в объеме, примерно в 2 раза. Отложите 2 столовые ложки крема. Они понадобятся позже, чтобы смазать бока торта перед обсыпкой. По итогу останется 800 грамм крема на формирование торта. Начнем сборку торта. Остывший бисквит аккуратно обрежьте по краям, чтобы сделать его ровным. Эти обрезки не выбрасывайте, мы измельчим их вручную или в блендере до крошки для оформления боков и верха торта. Разрежьте бисквит на 4 части, как показано на видео. У меня 2 коржа размером 17 на 18 см и 2 коржа размером 8,5 на 18 см. В результате получится 3 коржа одинакового размера 17 на 18 см. Первый будет цельный, второй соберем из 2 половинок, а третий тоже цельный. Установите вокруг него разъемную форму и закрепите по бокам ацетатную пленку. Это поможет торту держать форму и даст красивые ровные края. На первый корж выложите половину всего крема, примерно 400 грамм. Равномерно распределите его по поверхности. Сверху выложите второй корж, который состоит из 2 половинок. Слегка придавите, чтобы зафиксировать его. Нанесите оставшийся крем и снова равномерно разровняйте. Накройте третьим верхним коржом и тоже слегка прижмите.
Закройте торт пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 5-6 часов. В сотейник насыпьте 4 столовые ложки с горкой, 40 грамм какао-порошка и 100 грамм сахара, 5 столовых ложек. Перемешайте. Добавьте 150 грамм сметаны. При желании сметану можно заменить густым натуральным йогуртом. Перемешайте до однородности. Поставьте сотейник на плиту. Варите глазурь на среднем огне, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Когда масса начнет закипать, уменьшите огонь до минимального и уварите глазурь еще 30 секунд, продолжая мешать. Снимите с плиты. В горячую массу добавьте 60 грамм сливочного масла, 2 столовые ложки. Тщательно перемешайте до получения гладкой, блестящей, однородной глазури. Лейте горячей глазурью вверх торта. Распределите ее ложкой или лопаткой. Если на поверхности образовались пузырьки воздуха, аккуратно проткните их зубочисткой или деревянной палочкой. Поставьте торт в холодильник на 2-3 часа, чтобы глазурь хорошо застыла. Украсим. Возьмите 2 отложенные столовые ложки крема и смешайте их с 10 граммами какао. 1 столовая ложка без верха. Полученную смесь используйте для обмазки боков торта. Когда глазурь застынет, аккуратно снимите разъемную форму и осторожно уберите ацетатную пленку, чтобы торт остался с четкими краями. С помощью лопатки, ножа или маленького шпателя равномерно нанесите крем на края, стараясь сделать это аккуратно. После того, как боковые поверхности будут покрыты кремом, обсыпьте торт измельченной крошкой из обрезков бисквита. Присыпайте аккуратно, чтобы крошка прилипла к крему и покрыла его равномерно. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями и подписывайтесь на наши каналы, которые видите на экране. На них выходит разнообразный контент. Сканируйте QR-коды через камеру телефона или с помощью сторонних приложений, либо переходите по ссылке в описании. Спасибо за вашу поддержку, вы вдохновляете. Все, торт готов. Он получается высоким, очень мягким, с насыщенным шоколадным вкусом, приятной вишневой кислинкой. Крем легкий и не слишком сладкий, а глазурь добавляет яркий акцент. Этот торт не только вкусный, но и эффектный. Он украсит любой стол и точно запомнится вашим близким. Спасибо за просмотр. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения. На канале Вкусно просто быстро вы найдете огромное разнообразие рецептов тортов с выпечкой, без выпечки, на сковороде, без муки. Но это еще не все. Здесь также собраны рецепты салатов, десертов, пирогов и множество других вкусных блюд. Все можно описать 3 словами: вкусно, просто и быстро. Заходите, вдохновляйтесь и радуйте себя и своих близких.